Всем привет, это канал Loud Sound. Очень часто спрашивают, как появился Loud Sound, как зародился бренд, как я занялся бизнесом, как развил его до масштаба продажи франшизы, до интернет-магазина №1. Полную историю, наверное, я сниму чуть позже. Сегодня расскажу вам, как появился сам логотип, сам бренд Loud Sound. Почему я решил это сделать? Потому что сегодня в продажу на российский рынок поступили динамики под собственным брендом Loud Sound. И это уже третье появление этого логотипа на оборудовании для автозвука. Второе, вы все помните, это были Loud Sound F13, легендарные, из-за которых и появилась на свет тренажка, та самая с аббревиатурой F13, которая сейчас, наверное, вызывает вопросы у людей. Люди не знают, что такое F13. Так назывались первые динамики Loud Sound, появившиеся на рынке. Однако логотип появлялся на упаковке с динамиками и раньше. И вот об этом очень мало людей знает. Сегодня я вам об этом и расскажу. Немногие догадываются, что бренд Loud Sound, что сам логотип был разработан именно для продажи акустики. Позже перерос в магазин, в ателье, во франшизу, в атрибутику фирменную, но именно первое появление логотипа было на коробке с акустикой. Так как на свет появился Loud Sound, я очень любил слушать музыку, очень любил слушать ее громко, но при этом качественно. То есть погони за такой вот неограниченной громкостью не было. Я экспериментировал с двухполосками, с трехполосками, которые играют при внушительной громкости, очень чисто и качественно. Это и была основная философия моя на тот момент. Бренда как такового не существовало. И занимался, конечно, я тогда компонентами P-Audio, Etin Sound, BNC, Eminence, использовал их в своих экспериментах, на что меня, собственно, подсадили ребята, братья Харченко из компании Car Audio. Вот им я обязан, собственно, наверное, началом этого увлечения. И в какой-то момент я понял, что на рынке автозвука нет ничего похожего. Ни один компонент, который выпускается для установки в автомобиль, не удовлетворяет запросам громкости. Однако эстрадные компоненты типа P-Audio E8100, E8150, твиттеры PHT-413 или 3 девятки — это супер компоненты, если знать, как их правильно использовать, как что к чему подключить, как это все разрулить, порезать, усилить и так далее. И в принципе сразу же пришла мысль, а почему это не используется массово? А ответ пришел очень быстро, потому что нет готовых комплектов для установки. Люди не могут купить просто отдельно мидбас 8-омный, не знают, как его правильно усилить, как его правильно порезать и уж тем более, с чем его скомпоновать. Это сейчас для людей очевидно, что такое громкий звук, что такое негромкий, какие компоненты можно как настраивать, от скольки резать и так далее. Тогда это было: хочешь громко, возьми себе DLS R6A Limited Edition, поставь их 2 пары, а лучше 6, и будет типа громко. Вот тогда возникла идея продавать комплекты готовые для установки, которые можно подключить, влить в них побольше и слушать. И я решил сделать под своим собственным брендом готовый комплект. Не перебрендировать сами динамики, не изготавливать их под своим брендом, потому что тогда такой возможности в принципе не было. А взять готовые динамики, правильно подобрать мидбас, твиттер, положить туда конденсатор, так как на тот момент, да и сейчас, это было самое простое решение для того, чтобы отрезать от твиттера ненужные частоты и в инструкции указать, что влейте, пожалуйста, в этот комплект, ребята, 150 Вт, и будет у вас счастье. Собственно, это были не пустые слова. У меня был Ford Focus на тот момент, укомплектованный двухполоской 413 PHT P-Audio и E8100 P-Audio. И я людям устраивал демонстрации, включал, и они говорили: блин, сколько это стоит? На тот момент это стоило 5500 такой комплект. Плюс усилок для поканалки 4-канальный. Мы тогда использовали Cadence серии Zenith. Оранжевые были, потом чуть позже появились черные, слава богу, потому что оранжевое вещи было редкостное. Играли хорошо, достаточно стабильные были. И вот, собственно, если есть возможность сделать по каналку, если магнитофон позволял, тогда были 88-е, тогда были алпайны еще старые в ходу, 98, 55, 53. Берешь 2 компонента, берешь 4-канальник, вливаешь в мидбас от 125 до 5000, сколько он сможет вывести, и твиттер снизу от 8, от 6 кГц подрезаешь на магнитофоне, у тебя поканалка. Если же нет такой возможности, и в принципе это и было самое простое решение, которое я решил продвигать на рынок,
Берешь E8100, берешь PHT 413, а лучше 407N, которая была меньше, легче, играла лучше, но была дороже. Берешь конденсатор, ставишь в разрыв плюсового провода на твиттер и усиливаешь все это обычным двухканальником. Простейшее решение, которое позволяло достичь звучания лучшего, чем те же DLS R6A, на большей громкости. И, собственно, я решил эти два компонента упаковать. Для этого в типографии заказал коробку, нарисовал красивую картинку. Заручился поддержкой ребят из команды Stradivari. Можно ли указать на упаковке то, что продукт как бы подготовлен для продажи чемпионами России. И на тот момент и я, и команда Stradivari уже имела чемпионские титулы. Также название Stradivari я решил использовать в названии этого комплекта. И, собственно, вот так выглядело техзадание для дизайнера. Это и было первое появление Loud Sound на бумаге, я бы сказал. Но это была не бумага, это было сделано в Paint. И после этого дизайнер мне предложил варианты логотипа. Loud Music, Loud Sound, какие-то там кракозябры еще возле логотипа. И остановился я на Loud Sound. Дизайнеру я заплатил тогда 3000 рублей за этот логотип. И считаю это достаточно дешево. Для примера, Стив Джобс, когда он основал компанию Next, дизайнерам заплатил за этот логотип $150 000. Затрат потребовалось колоссальное количество для меня тогдашнего. Тогда зарплата у меня была около 60 000 рублей. Заказать упаковку в типографии нельзя было, 1, 2, 3 штуки. Они выходили там золотыми. То есть надо было заказывать тираж. Я заказал очень много упаковки, заказал динамики, укомплектовал все это, разработал дизайн упаковки. И получились достаточно приятные коробочки с двухполоской. На самом деле было бы классно, если бы сейчас найти одну такую коробочку, я бы ее на память себе оставил. К сожалению, тогда вот до этого не догадался. Почему? Потому что это провальный был проект, и я не продал, один комплект был продан, и то потом, когда я уже про это забыл. Я поставил это на рынке к знакомым. Понятно, если бы я лучше занялся дистрибуцией, поставил в большее количество мест, я бы продал больше. Но проблемы были еще с ценообразованием, то есть комплект за 5500 при добавлении в него хорошего конденсатора, хорошей полиграфии и прочих затратах выходил уже там 1008. Соответственно, чтобы дать заработать розничному продавцу и чтобы самому что-то заработать, комплект выходил уже там под 10, под 11 тысяч. Провальная была цена. И люди все равно не знали, что такое громкий автозвук. То есть они спрашивали, а что это? А продавцы говорили, это что-то вроде вот новинки, это какое-то вот новое направление, это эстрадная акустика. И люди говорили, его нахуй, дайте мне лучше ДВС мои любимые, или там фокалы, или что угодно. Но не понимали люди еще, как использовать эту акустику в автомобиле. И, собственно, проект я забросил. Loud Sound был забыт. Позже я основал интернет-магазин, назвал его CarAudio 61. Его я тянул самостоятельно, товары размещал. Тоже был не самый успешный проект, просто потому что нужно заниматься SEO, нужно заниматься много чем, на самом деле денег не было. То есть была зарплата какая-то, и вливаний и вложений дополнительных не было. И, собственно, как я перешел от забытого бренда и провального интернет-магазина к успешному интернет-магазину и бренду, наверное, одному из самых известных на рынке автозвука России, и в мире тоже достаточно узнаваемым во многих странах. Я расскажу позже, наверное, в каком-нибудь обзоре, где я буду полную историю Loud Sound рассказывать. Она очень большая, особенно основание интернет-магазина, там очень много интересных вещей. Хочу сделать это позже по очень многим причинам. Я думаю, вы это увидите. Вот сегодня вы такую короткую историю о создании самого логотипа узнали. Надеюсь, она вам понравилась. И, собственно, третье появление Loud Sound на упаковке с динамиками. Вы теперь понимаете, почему для меня это так значимо. Смешанные чувства у меня. С одной стороны, я очень доволен, за очень крутой продукт. Он очень громкий, у него самая широкая полка. И, говоря честно, давайте я скажу свое мнение. Просто я недавно делал обзор на Арнольда, делал обзор на Solo V2. Я сказал, я сравнивать не хочу, просто потому что боюсь быть предвзятым в этом. Сейчас это, наверное, тоже, скорее всего, воспримется как рекламу собственного продукта, который я заинтересован продавать. Вы можете, в принципе, проверять то, что я скажу. Я скажу, что мое личное мнение на данный момент это лучшие динамики на рынке по громкости и по ширине полки, то есть, можно сказать, по качеству. Сейчас мы их с вами откроем и посмотрим, собственно, что же такое Loud Sound LS65. Начнем с упаковки. Упаковка, на мой взгляд, это вот самое слабое место наших динамиков. Они получились достаточно тяжелыми.
И если вы кладете много упаковок одна на другую, возможны заломы. И ну, даже здесь вы видите, не очень большая неприятность, но как бы не идеально. Надо будет в будущем доводить такие вещи до идеала, чтобы упаковка была прям не докопаешься. Здесь мы сразу видим гарантийный талон, инструкцию. Здесь у нас способы подключения, параметры телесмола, основные характеристики. Сразу стоит показать цифры, которые очень многих часто интересуют. Это параметры телесмола, цифры реальные, динамики проходили проверки, все тесты. И чувствительность у них 100,5 дБ. Это действительно так, это очень чувствительные динамики, очень громкие, которые могут достигать внушительной громкости уже на малой мощности. И, собственно, сами динамики. Сетками они не комплектуются, потому что это, во-первых, дешевле, во-вторых, потому что пошла тенденция на сетки кастомные. Однако сетки допом есть в продаже, любые в ассортименте, ну, либо можно под заказ их изготовить. Динамик реально 16,5 сантиметров, не увеличенный типа размер, то есть подходит в стандартные посадочные отверстия, вы сможете заменить ваши 16,5 на эти легко. Очень внушительный магнит, и, ну, я бы сказал, это неудобство, но на самом деле не такое уж большое, но при установке действительно их достаточно сложно может быть пропихнуть в отверстие, потому что если вы вот посмотрите не на край корзины, а на посадочное отверстие, оно почти на одном уровне с магнитом, поэтому магнит будет в посадку входить так прям достаточно плотно. Клемники были оставлены обычные, традиционные, во-первых, потому что зажимные, здесь их достаточно сложно разместить из-за громадного магнита, во-вторых, это удешевляет конструкцию, ну, в-третьих, возможно, пригодится тем, у кого уже клеммами обжаты провода, не придется их рубить. Здесь у нас надпись LS65 Powered by DevBones. Динамики изготовлены на той же фабрике, где изготавливаются Арнольда, Сильвестры, другие динамики Альфард по их же технологиям. Собственно, вот благодаря компании Альфард Групп эти динамики и появились на свет. На этих стоит моя роспись. Опционно можно заказывать динамики, они прям отдельной позиции сделаны у нас на сайте с росписью. И это первый динамик, на котором я расписался. Давайте сделаем вот так. Это первый комплект Loud Sound LS65. Кому-то повезет его купить, я не буду его разыгрывать или продавать дороже. Ну, вот самая первая коробочка кому-то доедет. Это у нас отдельная позиция на сайте LS65 с росписью. Есть у меня фотка, где я также сижу с F13. Я тогда был похудее, динамики тогда были потише, жизнь была попроще. По поводу обзора Вити с Тёмой. Очень много людей не поняли, начали писать, что они тебя там как-то по злому затроллили. Затроллили нормально, мне очень понравился обзор, очень смешно и весело, и я на него выпустил даже антиобзор, такую пародию на пародию. Кто не видел, обязательно посмотрите. Я надеюсь, что в будущем будет появляться больше обзоров от других блогеров по поводу качества и громкости звучания этих динамиков. Для меня, как и для вас, они должны быть более ценными, потому что мнение о своем продукте, о своем бренде, конечно же, всегда воспринимается как предвзятое. Поэтому не стесняйтесь, ребята, другие блогеры, я очень жду от вас обзоров этих динамиков. Все обзоры грамотные, красивые, естественно, в рамках приличия я размещу у себя ВКонтакте, в Инстаграме, сошлюсь на них. Все видосы об этих динамиках, также ссылки, конечно же, на канал, где они будут выложены. Либо если это будет Инстаграм, то на Инстаграм я буду указывать в своих соцсетях. И похвастаться немножко стоит. Сегодня первый день продаж динамиков, и розничные покупатели, я не знаю, даже может сегодня уже даже есть какие-то вот у нас в магазине, скорее всего, они будут. Вот сегодня была отправка именно оптовикам, и оптовые заказы меня очень сильно порадовали. Сегодня уже разошлось по оптовикам 250 пар. Вы можете спрашивать динамики в магазинах в вашем городе, можете заказывать их на loudsound.ru, при этом придется, конечно, чуть-чуть подольше подождать и заплатить за доставку, но при покупке в loudsound.ru вы получите при покупке 2 пар басика, и опционально вы можете заказать динамики с автографом. Я понимаю, что автограф нужен не всем, поэтому есть позиция без автографа, есть с автографом. Стоимость динамиков 7 990, и с учетом курса
доллара. Я считаю, эта цена нормальная, приемлемая, но, однако, планировалось сделать их дешевле. Я писал в анонсах, что ожидаемая цена, я вот хотел все семерочки, почти все, 7770 рублей, но не получилось пока. Но у нас также едет бюджетная версия, она должна быть в октябре, это LS60. А вот они, возможно, будут дешевле, чем анонсировалось. Надеюсь, обзор вам понравился. Такой краткий обзор динамиков. Конечно, их будет в скором времени больше, и прослушки, и какие-то уже инсталляции на этих динамиках. Это первое знакомство с ними. Ну и, конечно, я уверен, многим было интересно послушать, как создавался бренд Loud Sound. Обращаю ваше внимание, что мы находимся в нашем новом ателье. Тут небольшой беспорядок сейчас. Вчера у нас уехал первый клиент, первая машина, которую мы зарядили. До сих пор мы еще занимаемся тут вот обстановкой. Нет у нас пока верстака, но достаточно уютно здесь уже. И меня вот это помещение очень радует практически всем, за исключением того, что здесь дикое эхо. Сейчас будем шумить, как сможем, это помещение без колхоза. Потому что было бы, конечно, самым простым решением захреначить шумоизоляцией стены, но я этого делать не буду. По поводу того, какие машины будут собираться в этом ателье, немножко неправильно меня поняли в Инстаграме. Я так написал, что для премиум автомобилей, для дорогих и так далее. Да, упор на премиум автомобили, потому что эта ниша очень сейчас, очень не развита, очень много дорогих автомобилей люди покупают и недовольны музыкой. И ателье, которые существуют, либо не знают, как поставить в них музыку, либо просто рукожопы, либо же их ателье не обладает достаточным сервисом, ну и имиджем, чтобы к ним загнали какую-нибудь машину за 5 миллионов, за 7 миллионов. Здесь мы предоставляем полную гарантию, все отчетные документы, акты приема передач, заказ снаряда, акт выполненных работ и все остальное. Делается все абсолютно в белую, все компоненты проверены, гарантия пожизненная на работу, на компоненты гарантия в рамках гарантийного срока, однако и эти моменты вы знаете, что у нас решаются очень лояльно. Я иногда даже попадаю на свои деньги, просто чтобы человек остался с музыкой. Это в любом случае, даже с точки зрения бизнеса, выгоднее, потому что он приедет еще раз, посоветует друзьям, поэтому я никогда не жадничал. Если есть спорный момент, я лучше решу его в пользу клиента. Так вот, автомобили здесь будут делаться, конечно же, не только премиальные, любые автомобили, но чистые работы, так скажем. То есть замена штатки, установка там простая магнитолы, парктроники, вот эти все вещи, там вплоть до ксенонной сигнализации, мы здесь можем делать, но чисто, аккуратно, с гарантией, для того, чтобы сформировался в ателье такой имидж, что здесь в любом случае сделают отлично, либо при возникновении трудностей, а они в этом деле всегда могут возникнуть, к сожалению, от этого никто не застрахован. При возникновении каких-то спорных моментов в любом случае будет все решаться в пользу клиента. Ну и, соответственно, у нас есть необходимые навыки, необходимое оборудование, и магазин вот за стенкой рядом, то есть если чего-то не хватает, у нас всегда все под рукой, не надо кататься по городу, там что-то искать. Это такое комплексное ателье, но для чистовых работ. Ну и, конечно же, я надеюсь, это станет культовым местом рано или поздно. Для меня это уже такое место, мне очень нравится тут находиться. Обзорчики, я уверен, будем тут снимать. Вот с эхом надо немножко побороться, я уверен, даже сейчас слышно, что оно достаточно серьезное, хоть я чувствительность на микрофоне убрал. Ателье Тиграна также остается работать, не так же, оно будет улучшаться, потому что на данный момент я этим ателье недоволен, у него недостаточный имидж, меня не удовлетворяют отчетные документы, которые выдаются, и так далее. Много есть косяков, которые я сейчас хочу в его ателье исправлять. Почему так произошло, стал ли он хуже работать? Нет, он работает точно так же, даже, я бы сказал, лучше, но наш бизнес растет, наши запросы растут, запросы клиентов растут. И нужно под это подстраиваться. Поэтому там мы тоже будем проводить улучшения. Кто вот спрашивал, ты сделал новое ателье, а как же Тигран там и все остальное. У нас есть, у нас было одно направление, это громкий звук и простой SQ. Сейчас еще добавилось вот супер премиум. Здесь же мы можем делать любые машины. Грязные работы, там фанерка, полиэфирка, изготовление коробов, стелс-коробов, деревянных даже колец. Это все в ателье Тиграна. Эти два ателье работают совместно. Можно делать одну машину здесь, часть каких-то работ там, то есть у нас ничего не поменялось, у нас добавилось и улучшилось. Обязательно пишите ваши комментарии, обязательно ставьте лайки, это очень важно для нас. Делитесь, конечно, с друзьями, вас ждет много видео интересных в ближайшее время. И всем пока, живите громко.
Что, люди слушали эти лаут-саунды уже? Конечно. Что говорят? Мне больше нравится, чем соло. Больше, чем соло нравится? Да. Видел, ежи пришли? А, ежи пришли. Леша, пришли ежи, он меня спрашивает каждый день. Ну что, получили? Это новый Edge. На вот ежа. Как это документов нет? А, он и ежа прислал? Не, он не тянет, да, на басика что-то? Кучерявый слишком. Че он кучерявый такой? Че с Fallout Sound? Много продали сегодня? Ни одной? Нет, ну в интернет-магазине оформлено много заявок, куплено уже. В интернете много? А ростовчане что-то не берут, да? Да ладно, я шучу, их привезли просто под вечер. Прослушки, сравнения, тесты, наверное, будем делать позже. Сравнения я не хочу делать, да? Зачем бить слабых? Слышь, так это не еж, это ж собака. Нет, это еж. Ну, собачья лайф написано. А переверни, там кошачья и лесная. И лесна. А, ну я понял. Слышь, ну они сильно за нас под нас закосили, да? Что это такое? Это ежик, как... А почему он звенит? Да, он подозрительный какой-то. На закладчика похож. Его зовут Джон, и если вам когда-нибудь удастся посидеть в этой машине, вы можете попросить Джона, он вам навалит. Если вы найдете его вторую руку.